I'm going to speak today and in the coming days about Krishna's pastimes in the forest and in the palace. Я собираюсь говорить эти дни о играх Кришны во дворце и в лесу. This morning, actually, in Bhagavatam class, how many of you were there? Этим утром, скорее всего, вы были все на Шримад Бхагаватам классе. How many were not there? Кто не был? Actually, that was a palace pastime. На самом деле там есть такие дворцовые игры Кришны. Krishna, about to leave Hastinapur, the capital of the Pandavas, to go to Dwarka. И это случилось накануне оставления Кришны Хастинапура и отправления в Двараку. Those pastimes are outside of Vrindavan. Эти игры, они происходили за пределами Вриндавана. As you know, in Vrindavan, Krishna is there in all his sweetness. Как вы знаете, во Вриндаване Кришна, он находится в ореоле своей сладости. But outside of Vrindavan, in Mathura, Dwarka, Krishna is there in his opulent, majestic presentation. И за пределами Вриндавана, в Мадхуре, в Двараке, Кришна находится в такой великолепии и в богатстве своего величия проявления. The battle of Kurukshetra is over. Krishna is going to leave the capital of the Pandavas to return to his own capital city, Dwarka. Итак, битва на Курукшетре, она закончилась, и Кришна собирается оставить свой дворец и отправиться в Двараку. But Kunti Devi is offering her prayers, appealing to him, don't go. И царица Кунти, она обращается к Кришне, вознося свои молитвы, и говорит: не уезжай. She's saying, Krishna, you've been with us through so many great calamities. Она говорит: Кришна, ты был с нами на протяжении всех этих бед. Now you're leaving. Сейчас ты уезжаешь. So I say then, let more calamities come, because then you'll stay with us. И она говорит: пусть все эти беды случаются вновь и вновь, чтобы ты оставался с нами. So what do you say about this? Что вы скажете по этому поводу? Krishna, let the calamities go away, but you stay. Может, мы скажем: Кришна, оставайся с нами, пусть все эти беды уходят. Why is she praying for more calamities? Почему же она молится о том, чтобы беды приходили вновь и вновь? You would say that obviously she's very transcendental. Скорее всего, вы скажете, что она очень трансцендентная. Right? Правильно? And we're not like that. И мы не очень любим их. So we pray, Krishna, I want to be happy in this world. Please help me be happy. И мы, скорее всего, будем молиться: Кришна, я хочу быть счастливым в этом мире. Пожалуйста, сделай меня счастливым. Give me Lakshmi. Give me nice food, a big house, a nice flat. Дай мне хорошую квартиру, хороший дом, Лакшми. Maybe even a house overlooking the sea. И может быть такой дом, который будет смотреть на море, с видом на море. And no distress, please, Krishna. И, пожалуйста, никаких бед, никаких несчастий. We have come to surrender to you. That means we should not experience in this world any calamities. Мы пришли и предались тебе, это значит, мы не должны испытывать больше никаких бед. But our thinking like that shows what our real attachment is. И наш образ мысли таким образом показывает, что значит наша истинная привязанность. It shows our attachment is to material happiness. И это показывает то, что у нас присутствует привязанность к материальному счастью. Two things. We're attached to material happiness and we are repelled by material distress. То есть две вещи у нас есть. Это привязанность к материальному счастью, и мы противимся любому несчастью материальному. So dealing with happiness and distress becomes our religion. И взаимодействие с счастьем и несчастьем становится нашей религией. You could say our dharma is sukha dukkha, happiness, distress. И поэтому наша дharma есть сукха-дукха. И что значит несчастье и счастье. Our God consciousness is bound up with those two things. То есть наше сознание Бога, оно связано этими двумя вещами. There was a song in the 60s that was popular in English. Там была одна песня в 60-х, которая была очень популярна на английском.
Some of you might know it even from Ukraine. А может быть, вы даже знаете на Украине эту песню. Oh Lord, please buy me a Mercedes-Benz. О, Господь, пожалуйста, свяжи меня, купи мне Mercedes-Benz. My friends all have BMW, so you have to do something about this. Мой друг имеет BMW, пожалуйста, сделай что-нибудь в этом смысле. It rhymes in English, but it would be hard for him to translate the rhyme. То есть это в рифму на английском, но это может быть тяжело перевести на русский. Don't have to chant the name, please. Пожалуйста, вы должны повторять святое имя. We realize you know everything. И тогда вы осознаете, что вы знаете все. So you have to repeat the unholy name. Вы должны повторять святое имя. So, we laugh at that, of course, but where are we at? What is our inner heart in bhakti? То есть мы смеемся, но на самом деле, где наше сердце в этом процессе бхакти? All we know is material happiness and distress, right? Все, что мы знаем, это материальное счастье и горе, правильно? Whether we're a brahmachari, grihastha, or in between, Может, мы брамачари или грехастки, или где-то между этими. we want happiness and we don't want distress, right? Мы хотим счастья, не хотим никакого горя, правильно? So how can Kunti Devi make such a prayer? И как же царица Кунти, она вознесла такие молитвы? Let those calamities come again and again. Пусть эти бедные несчастья будут снова и снова. How could she say such a thing? Как она могла сказать такое? She can't really mean it, right? Нет никакого смысла в этом, правильно? She's showing you how intense her love is. И на самом деле она показывает, как интенсивна ее любовь. Do you know a love that kind of intense? Вы знаете такую силу любовь, на самом деле? Would you say that to your husband? Когда-либо вы говорили такое своему мужу? Let there be calamities, so I can always be with you. Пусть все несчастья приходят на жизнь, но лишь дай была с тобой навеки. Could you say that? Когда-то говорили вы такое? If there are calamities, then you go. Пусть несчастье уйдет, и вы уходите. What is the use of you? There are calamities in my life. You have no value. Goodbye. Ты не имеешь никакой ценности, уходи с моей жизни. Because our love is conditional. That's the nature of material love. Потому что наша любовь, она на самом деле обусловлена, и это природа материальной любви. But Kunti Devi is showing you how intense real love is. Но Кунти Деви показывает, насколько интенсивна ее любовь на самом деле. She's saying, I don't care about the externals. All I want is attachment for Krishna. И она говорит, что на самом деле она показывает, что она не беспокоится о каких-то внешних вещах. She's letting us know that the real calamity is no attachment for Krishna. Потому что настоящие беды, тогда нет привязанности к Кришне. And what do we think? И что мы думаем? Attachment for Krishna may be there, it may not be there, but we don't want calamity. Мы думаем, ну пусть привязанность к Кришне будет там или здесь, но мы не хотим бед в любом случае. We are so attached to the externals and not to Krishna. Мы так привязаны к внешним вещам, но, конечно же, не к Кришне. But Queen Kunti Devi is showing us how foolish we are. Но Кунти Деви показывает, насколько мы глупы в таком состоянии. She's even embracing calamities, not because she loves calamities, but because she loves Krishna. И она даже пытается охватить все эти беды. Не потому, что она их любит, а потому, что она любит Кришну. But it seems that the calamities are always giving her Krishna's presence. Но это кажется, что все эти беды, они устраивают присутствие Кришны. It seems that whenever there are calamities for the Pandavas, Krishna is always there. И это кажется, что все эти несчастья, которые случаются с пандавами, Кришна сразу проявляется. Not only did it seem that way, but it actually happened. То есть это так случается таким образом. Time after time, when the widow Kunti and her children were in complete danger, Krishna came. И время от времени, когда это случается, Кришна приходит. So she's thinking, well, if calamities always bring us the presence of Krishna, then let there be the calamities. И она так думает таким путем. Если несчастье случается, это приводит к Кришну, так пусть же эти несчастья происходят вновь и вновь. So what she's saying is a deep expression of love. И то, что она говорит, это ее глубокое выражение любви. Have you ever loved anyone that intensely?
Когда-либо вы любили кого-то с такой же интенсивностью? Your parents or your spouse or a friend or someone? Ваших родителей, ваших друзей, ваших сверстников, Your country? вашу страну? Oh, I love Ukraine so much. Let calamities come, but as long as I have Ukraine. Ой, я так люблю Украину, пусть эти беды приходят вновь и вновь. Я так люблю Украину. No? So what is it that you love so much that you could say, let there be calamities again and again, I don't care, as long as I have this beloved? О чем же мы можем сказать так, что мы не заботимся ни о чем ради нашей любви, мы готовы принимать все эти несчастья вновь и вновь? Any love like that in your life? Кто-то обладает такой любовью, кто-то чувствовал такие вещи? That means we simply have conditional love. Это говорит о том, что просто мы имеем обусловленную любовь. So you can say to your husband, actually, what I love is the conditions. You can say to your husband, what I actually love are the conditions. Мы можем сказать своему мужу, это, если я люблю тебя, у меня есть свои определенные условия. The conditions have to be right, and then I love you. И условия должны быть выполнены, а затем я тогда тебя люблю. You understand? Вы понимаете? That's good health, money, Хорошее здоровье, деньги, all the things I want. все вещи, которые я хочу. And then love. Затем любовь. Both the men and women are thinking that. Многие женщины думают таким образом. The men are thinking, well, as long as you are pretty, Мужчины думают, ну, пока ты привлекательная, and as long as you do whatever I want, и до тех пор, пока ты делаешь то, что я хочу, you're my Vedic slave. You are my Vedic slave. и ты являешься моей рабыней, Vedic. ведической. Then there's love. И тогда любовь, пожалуйста, нет проблем. So Kunti Devi is showing us the real standard. И Кунти Деви показывает нам настоящий стандарт. I don't care what material conditions are there. That's not the point. The point is Krishna there? И я не беспокоюсь, какие там материальные условия, лишь бы Кришна был там. If calamities bring about Krishna's presence, then let there be calamities. И если несчастья принесут присутствие Кришны, пожалуйста, пусть они будут. Are you starting to capture the point now? Вы начинаете ухватывать этот момент? A little difficult, isn't it? Немножко трудно, правильно? Maybe a little scary. А немножечко страшно. Some of you who were in class this morning, a little scared. Кто-то был на классе на утреннем, может быть, немножко напуган. Yes. Calamities. I don't want calamities. That's why I took up bhakti. Я не хочу несчастья, поэтому я принял процесс бхакти. Right? You came because you wanted relief from material distress. Мы пришли, потому что мы хотим освободиться от материального несчастья. In Bhagavad Gita, Krishna says, Chapter Vidabhadan, Demam, Janasti Kritina Arjuna. 4 types of persons come to me. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что 4 типа людей приходят к нему. And they all are auspicious and have merit. И все они благочестивые, и они имеют заслуги. So let me ask you, which category are you? И вы мне, пожалуйста, скажите, к какой категории вы принадлежите? Who can say the 4 types? Можем сказать 4 типа этих людей. Number 1. Первый. Любопытный. Those who are distressed. Distress. 2. Второй. 7-4. Говорите тут. Those who are looking for wealth. Yes. 3. Третье. Inquisitive. 4. Looking for, searching for truth. Knowledge. Знание. Okay, now I'll ask you, when you first came to Bhakti, which category were you in? Когда вы пришли первый раз к процессу, You can raise your hand. к какой категории вы относитесь? It could be more than one, but what's the main category? То есть какая основная категория? How many for, we'll start with the last one, knowledge Кто пришел в поисках знания сюда? as the main reason
Это главная причина. Raise your hand. Okay. How many the main reason was wealth? Raise your hand. Кто искал богатство, главная причина была в поиске богатства. Really? One. How many came because they were curious, inquisitive about spiritual things? И кто был очень любопытен в поисках каких-то духовных вещей? And how many because you felt distressed by material existence? Raise your hand. Кто чувствовал несчастье в материальной жизни? So always it's the stressed persons who are the most. И всегда те, кто огорчены, те, кто в несчастье, они всегда... There's nothing wrong with being distressed by the material world and wanting to get out of it. И ничего нет как бы неправильного, ошибочного в том, что мы, так сказать... But sometimes non-devotees will say, oh, you're just escaping the world. И непреданные могут сказать, вы просто сбегаете от реальной жизни. Has anyone ever told you that? А когда-то вам говорили, You're escaping. вы сбегаете You're просто. not strong enough to deal with the world. Вы недостаточно сильны, чтобы иметь дело с этим миром. How many have heard criticisms like that? Raise your hand. Кто слышал такую критику по отношению Maybe from your parents, from your может быть, friends. от родителей или от друзей? Stand up and be a real person. Fight your way through material existence. Вставай и будь настоящим мужчиной, сражайся против материальной действительности. Be a champion in that way. Будь чемпионом таким путем. Battling for happiness. Сражайся за счастье. Fighting off distress. Пытайся победить несчастье. Let us say that you are in a house and the house is caught on fire. И давайте представим так, вы находитесь в доме, который подожжен. And you and your friends, you run out of the house because you realize it's on fire. И вы со своими друзьями пытаетесь выбежать из дома, так как вы понимаете, что он... But I am standing outside the house. И кто-то стоит за пределами дома Stop, stop! You're escaping. Go back inside. и говорит, остановись, беги обратно в дом, сражайся. How dare you escape? Как ты посмел вообще сбежать? Be a real human being and stay in the burning house. Будь настоящим мужчиной, настоящим человеческим существом и будь в доме, оставайся там. You are escaping. Ты просто сбегаешь от реальности. It's crazy, yes? Это сумасшествие, правильно? One story I tell from New Zealand. И одну историю расскажу из Новой Зеландии. There was this young lady. She took up the bhakti lifestyle when she was 21. И там была одна девушка, которой было 21 год, она приняла этот процесс бхакти. She stopped her party lifestyle, you know, all that kind of thing. И она остановила свою жизнь, которая была полна вечеринок. The boyfriends and all that. И все мальчики, друзья, то есть юноши, которым... 3 years later, when she was 24, her old girlfriends came to visit her. И после 3 лет, когда ей стало 24, какие-то подружки пришли ее навестить. And they were talking to her. И они разговаривали с ней. They were her old party friends from before. То есть это все друзья с вечеринок с прошлого. And they told her, you look so happy. И они сказали, ты смотришься так счастливо, ты выглядишь такой And we счастливый. are miserable, just as we look. А мы такие жалкие, вот такие мы вот сейчас. But we are better because you ran away from life. We are sticking with life. Ну мы лучше, потому что ты сбежала от жизни, а мы, так сказать, остаемся и сражаемся. We didn't escape, so we're better. То есть мы не сбежали, мы лучше на самом деле. We may be miserable, but we did not escape. Ну, может, выглядим жалко у Бога, но мы остаемся, мы не сбегаем. What do you think? Как вы думаете? It's crazy, huh? Сумасшествие, правильно? An intelligent person wants to get out of a burning situation. И разумный человек, он хочет сбежать с этой горящей, жгучей ситуации. But the love that Kunti Devi is showing goes beyond even escaping material existence. И любовь царицы Кунти, она на самом деле показывает, что ее любовь за пределами любых материальных несчастий. She's not even worried about escaping material existence. Она даже не волнуется по поводу того, как сбежать от материальных несчастий. Because she knows if I have Krishna's association, automatically I'm out of material existence. И она знает на самом деле, что имея общение с Кришной, я автоматически буду вне всех беспокойств и трудностей. So she says, Bhavato darshanam yatsha. Seeing you, Krishna, means
Apunar Bhavadarshanam, I won't see repeated birth and death. И она говорит этим знаменитым стихом, что видя тебя, Кришна, на самом деле я больше не увижу этот повторяющийся цикл рождения и смертей. So can you understand her heart? Можете понять ее сердце, как хоть немножко? This is real love. Это настоящая любовь. Real love means for Krishna, and then you can love everyone else. И настоящая любовь значит для Кришны, а потом вы можете любить всех других. Just like in a bicycle wheel, the spokes have to be attached to the hub. Как, например, на колесе, на велосипедном, спицы должны быть закреплены на оси, на втулке. Then the spokes have value. И тогда эти спицы имеют ценность. A pile of spokes all together doesn't do anything. Но просто жмение, куча этих спиц отдельно, они не имеют никакой ценности. The spokes have to connect to the hub. Они должны быть соединены с ободом и с осью. And then you have a wheel that functions. И тогда вы имеете колесо, и оно функционирует. So Kunti Devi is teaching you that real love always goes through Krishna. И Кунти Деви, она учит нас, что настоящая любовь, она всегда направлена на Кришну. And as we said this morning, she's explaining that material life can be so perplexing, so bewildering. И она говорит, сегодня утром мы говорили по этому поводу, что материальная жизнь, она может быть такая, приводить нас в замешательство и быть столько трудностей. The Pandavas, of course, are her children. И пандавы, то есть она имеет своих детей, пандавов. So she wants Krishna to stay with her and her children. И она хочет, чтобы Кришна оставался все время с ней и с ее детьми. But in Dwarka, those people are also her relatives on her father's side. Но в Двараке там также находятся родственники, ее родственники со стороны отца. So she's explaining that from the material point of view, what's good for her will be a problem with the Dwarkavasis, the residents of Dwarka. И она объясняет с материальной точки зрения, что то, что будет для нее хорошо, будет на самом деле несчастьем для Дваракаваси, для жителей Двараки. That's the way of material life. Это путь, это как бы образ жизни материальный. Of course, her relationship with her children and with her extended family in Dwarka is not material. Но, конечно же, ее взаимоотношения с ее расширенной семьей в Двараке, они не являются материальными. But she's taking the part of a conditioned soul. Но она играет роль обусловленной души. Oh, Krishna, cut off my ties to all this family stuff. It's so problematic. Кришна, пожалуйста, обруби все мои материальные привязанности. Это так проблематично. A gain for this group means a loss for that group. Что является выигрышем для одной группы, для другой группы это потеря. I'm related to both groups. I'm trapped. И я поймана в ловушку, так как я отношусь к обоим противоположным группам. As we said this morning, her relationship with both groups means service to devotees. И, как мы сказали сегодняшним утром, что отношение к обоим группам – это служение преданным. And service to devotees is even more important than service to Krishna. И служение преданным на самом деле является более важным, чем служение Кришне. Service to devotees is service to Krishna, but in the most pleasing way to Krishna. И, конечно же, служение преданным есть служение Кришне, но более благоприятным, более доставляющим удовольствие Кришне. She's asking Krishna, if I have any skin attachment, cut that off. И она говорит, если я имею какую-то кожную болезнь, какую-то привязанность, пожалуйста, обрежь это. Yes, it's hard for a mother not to have skin attachment for the children. И это же очень тяжело и трудно для матери не иметь кожной привязанности к детям. Kunti Devi is a liberated mother. И Кунти Деви на самом деле является освобожденной матерью. But she's saying these things out of humility. Но она говорит эти вещи просто из смирения. She doesn't want Krishna to go. Она, конечно же, не хочет, чтобы Кришна уходил. She says to Krishna, you can do everything yourself by your energies. Конечно же, Кришна, ты можешь делать все, что угодно, просто с помощью своих энергий. You can accomplish everything in your independent, autonomous way. Ты, конечно, можешь достичь всего и закончить просто, не участвуя в этом сам. What was her reason for saying that? В чем была причина того, что она сказала это? Who knows? Кто знает.
По-русски. Don't go. She's saying, Krishna, you can accomplish everything in a self-sufficient way. That means you don't have to go to Dwarka. Everything can happen automatically in Dwarka. Simply stay here with us. То есть она сказала, что Кришна, если ты хочешь достичь все самодостаточным путем, ты должен отправляться не должен отправляться в Двараку, оставаться с нами. Why do you have to go to Dwarka to do something there? Things happen automatically for you. Зачем тебе отправляться в Двараку? Вещи случаются сами собой, по твоему желанию. So you stay here with the Pandavas, and then you take care of Dwarka automatically in a self-sufficient way, without going there. Ты здесь оставайся с нами и позаботься о Дваракавасе просто в самодостаточный путь, то есть как бы автоматически. Oh Krishna, look around. What do you see? О, Кришна, посмотри вокруг, что же ты видишь? All the earth around here has become auspicious because of your footprints. Вся земля стала благоприятной просто от того, что ты дотронулся своими стопами до нее. Vishwanath Chakravarti Thakur says, Kunti Devi is saying, the ground is even glowing because Krishna's footprints are there. И Вишванат Чакраварти Тхакур объясняет, что земля она просто сияет от того, что Кришна затрагивается своими стопами до нее. If you go, it'll be like the spirit soul leaving the body. И если ты уйдешь от нас, то это будет подобно тому, как духовная душа оставила тело. Just like all the fame and glory of the body is finished when the spirit soul leaves. Это подобно тому, как вся слава и вся известность, сила души, она, вернее, тело, Similarly, everything about our family will be finished if you leave. И подобно этому, если ты оставишь нас, то вся слава и сила нашей семьи также будет утеряна. You are our life. Ты наша жизнь. So what will Krishna do? И что же Кришна делает в таком случае? After hearing the prayers by Kunti, he just smiles silently. И слыша эти молитвы Кунти, он просто улыбается молчаливо. Krishna's smiles are both very sweet and very mysterious. И его улыбка, она очень сладка и очень загадочна. Krishna's face, Chaitanya Charitamrita says, is sweeter than his body. И Чайтанья Чаритамрита говорит, что лицо Кришны, оно более сладко, чем его тело. And sweeter than Krishna's face even is his smile. И более сладко, чем его лицо, это его улыбка. When Kunti Devi finished his prayers, Krishna smiled. И когда царица Кунти закончила свои молитвы, Кришна улыбнулся. Then Kunti Devi's son, oldest son Yudhisthira, made his presentation to Krishna. Затем старший сын Кунти, Юдхиштхира, он, так сказать, дал свою презентацию. Yudhisthira is Dharmaraj, religion persona. И Юдхиштхира является Дharmaraджем, олицетворенной религией. This is the kind of children that Kunti Devi had. Это таких типа детей она, царица Кунти, имеет. Bhima and Arjuna, the most powerful warriors. Например, Бима и Арджуна, наиболее могущественные воины. Yudhisthira, Dharma personified. Юдхиштхира — это олицетворенная религия, Дхарма. Still, she's saying to Krishna, if you go, it will be the actual calamity. И по-прежнему она говорит Кришне, если ты уйдешь, это будет просто бедствие для нас. So Yudhisthira begins to talk to Krishna. И тогда Юдхиштхира начал убеждать Кришну. Full of pure love, he says to Krishna, my dear Krishna, please just stay a few days more. И полный чистой любви он начал убеждать Кришну, говорит, просто оставайся несколько дней с нами. And Krishna agreed. И Кришна согласился. This is real love. Krishna is the supreme independent, yet he submits to his devotees' pure love. И это настоящая любовь, как и Кришна, он является полностью независимым, но он подчиняется любви чистого преданного. Krishna wants to submit to our love, but he's simply waiting for our love to become pure. И Кришна он также готов подчиниться нашей любви, но он ждет, когда наша любовь, она станет чистой. And then he will allow us to conquer him. И он тогда позволит нам покорить его. But what do we say about that? И что мы скажем по этому? We're afraid of pure love, right? И мы боимся чистой любви, We да? always have to have a business deal with Krishna. И мы все время находимся в состоянии отношения бизнеса с Кришной. Some good sense gratification for me, and then I will worship you.
Может, ты дашь нам какие-то чувственные удовольствия, а потом мы поклоняемся тебе, когда будем поклоняться. A little material happiness for me, not too much, and then I will serve you. Может, ты дашь немножко материального счастья, затем я буду служить тебе. This is a business deal. И это является сделкой бизнеса, деловой. This is the kind of so-called love that we are accustomed to in the material world. И это такова любовь в материальном мире, к которой мы привыкли. Prahlad Maharaj calls it merchant's business. И Прахлад Махарадж называет это таким меркантильным сознанием. Service in a merchandise relationship. Как такая купеческая или там бизнесовая сделка. But Yudhishthira's love is so pure that he can stop the Supreme Personality of Godhead, the Supreme Independent. Но любовь царя Юдхиштхиры настолько чиста, что он может остановить это любовью саму Верховную Личность Бога. Actually, Krishna is the only independent one. И на самом деле только Кришна является единственным независимым. The perfection of yoga is to understand that you are 100% dependent. И совершенство йоги заключается в том, чтобы осознать свою полную, стопроцентную зависимость от Кришны. But that's frightening for us, yeah? Но это устрашающе для нас, не так ли? You think that spiritual life will help me to be completely independent, free of everything. Но мы думаем наоборот, мы думаем, что духовная жизнь, она поможет нам быть полностью независимым и свободным от всего. By becoming free of all material conditions, you then can become completely dependent on Krishna. И быть полностью независимым от каких-то материальных условий и полностью зависеть от Кришны. It's like if you look at the little babies, look at this little baby in the carriage. И, например, если мы посмотрим на маленьких детей, вот Totally dependent on the mother. В коляске, который полностью зависит от своей мамы. Or this little baby over there. Или там маленький младенец. All that baby knows is mother. Младенцы только знают, что их нет своей собственной матери. In spiritual life, our perfection is to be completely dependent on Krishna, like a child is upon the mother. И наша духовная жизнь, это значит полная зависимость от Кришны, как ребенок от матери. But we are afraid of that. Но мы очень боимся этого. We think that material situations and strengths will help us. И мы думаем, что материальная ситуация и сила может помочь каким-то образом. That's why Kunti will pray that the four material opulences make it difficult to approach Krishna. И поэтому царица Кунти, она молится, что 4 материальные достояния, они становятся препятствием на пути Кришны. What are those opulences? Какие эти 4 достояния? Janma, good birth. Хорошее рождение, джанма. Aishvarya, wealth. Айшвария, богатство. Shuddha, material learning and wisdom. Шути – это материальная ученость и разум. And Shri, bodily beauty. И Шри – это телесная красота. Everyone wants these things, yes? И каждый хочет этих вещей, правильно? Birth in an aristocratic, prosperous family. Рождение в аристократической богатой семье. Lots of money without working. Куча денег без работы, не надо работать. Education. Хорошее образование. And to be bodily beautiful. И очень быть красивым внешне. Yes, that would be nice. Это было бы хорошо, не правда? Then your life would be first class. И затем наша жизнь была бы первого класса. But Kunti Devi says those four things make it very difficult to approach Krishna with feeling. Но Кунти Деви, она говорит наоборот, что эти 4 вещи – это помеха приблизиться к Кришне с чувством. It is the feeling, the bhava, that's most important. На самом деле это чувство, это бхава, то, которое должно нас сжигать. And that's what Queen Kunti's prayers are all about. И это то, о чем на самом деле молитва царицы Кунти. The real prosperity and wealth in life is the feeling of pure love for Krishna. Настоящее процветание и богатство в жизни – это чистая любовь к Кришне. If calamities are what brings that pure feeling, then let there be calamities. I want the pure feeling. И если бедствия принесут эти чистые чувства, то, пожалуйста, пусть они приходят в нашу жизнь. Right? And what do we say? Ну что же мы говорим? The pure feeling may be there, may not be, but no calamity. Может быть, чистые чувства будут там или нет, но не надо никаких бед, никаких трудностей.
we are attached to the external. Мы очень привязаны к внешним вещам. That is our problem. Это наша проблема. But as we go deeper in our bhakti, Но the если, world of supernatural, non-material happiness opens up to us. но если мы погружаемся больше, глубже в процесс бхакти, то сверхъестественное счастье открывается для нас. We realize that happiness means giving Krishna pleasure. И мы начинаем понимать, что счастье – это дать удовольствие Кришне. Material consciousness means happiness means pleasing my mind, my senses. Но материальное счастье – это значит удовлетворить свои собственные чувства. And to do that, you have to work so hard and struggle in this world. Но чтобы достичь этого, мы должны работать тяжело в этом мире и бороться за выживание. Tortured by so many material desires. И просто быть замученными кучей материальных желаний. So Queen Kunti Devi's prayer is showing us the way to real happiness. И молитвы царицы Кунти, они указывают нам этот путь обретения чистого, настоящего счастья. Any questions? Какие-то вопросы у кого-то? You weren't scared by class this morning? Вы испугались этим классом, который был дан сегодня с утра? How many ran away? Кто сбежал с класса? Это чрезмерно. I come to this festival to enjoy. Я приехал сюда наслаждаться. And then the Swami gives a class about let the calamities come again and again. И тут с вами нам дают такие классы по поводу всех небесбой, чтобы не проходили нашу жизнь. Дай-ка я сбегу отсюда. Questions? Вопросы? Please tell what is the practical steps in how to overcome fear of surrender to Krishna. The practical steps. Do you want? Какие практические шаги в преодолении страха на пути предания Кришне? You're a mother, yes? Вы являетесь матерью. What should your child do if your child's afraid of you? Что вы будете делать, если ваш ребенок будет бояться вас? Oh, mother, she may put me in the bathtub and try to wash me. Oh, Ой, мама, если ты меня ложишь в колыбель или пытаешься меня помыть, я боюсь этого. She may try to get me to eat spinach. Ты меня заставляешь есть шпинат. What a calamity. Что за невзгоды, что за несчастье? So what should the child do? Что же ребенок будет делать в этом случае? The child should stay with the mother, and gradually, as the child matures, he or she will understand the mother's affection. И постепенно ребенок, находясь с матерью, он будет становиться зрелее и зрелее, он будет понимать привязанность матери к нему. Here's an example that Srila Prabhupada gives. И мы используем пример, который Шрила Прабхупада обычно говорит. You have a boil on your leg. Вы имеете такой нарыв на ноге. Whose fault is it that you have it? Чей это недостаток, что вы его имеете? Is it God's fault? Это, так сказать, недостаток Бога или как? No, by your interaction with material nature, you got this boil because of contaminations. Это благодаря взаимодействию с материальной природой мы получили этот нарыв, то есть осквернились. Similarly, Krishna does not create your karma. Поэтому таким же образом Кришна, он не творит вашу карму. That's the only Russian I know. Это то, что я знаю. Это мой karma. Это то, что я знаю по-русски. Sometimes it's the Maha Mantra. Иногда это является такой маха-мантра. Это мой karma. Это моя karma. Maha Mantra. Маха-мантра, это моя карма. It's my karma. But Krishna doesn't create that. We do. Но Кришна это не творил, он не создал эту карму, мы это сделали. Karma is not God-given. Карма это не то, что дано Богом. It is given by material nature. Это то, что дано материальной энергией. Because we identify with material nature and act in that way. Потому что мы отождествляемся с материальной энергией и мы действуем таким образом. Then
Because of the infection, we get a boil. И потом, благодаря инфекции, мы получаем этот нарыв. Sometimes the boil becomes so bad, you have to have operation. И иногда нарыв он становится до такой степени опасным, что мы должны разрезать его, делать операцию. So the doctor who's going to operate on your boil is trying to help you. И тот доктор, который пытается оперировать вас, он пытается помочь вам. He's going to cut out the boil. И он хочет вырезать этот нарыв. What will you say then? И что вы скажете по этому поводу? You will scream and blame the doctor. И вы будете кричать, и вы будете сопротивляться. What are you doing to me? You're cutting me. Что же ты делаешь? Ты режешь меня. I hate you. I hate you. Я ненавижу тебя. But no, the doctor is showing care for you. Но на самом деле доктор проявляет заботу к вам. Similarly, when Krishna puts his devotee in purifying circumstances, we can become angry at Krishna. И таким же образом, когда Кришна ставит нас в какую-то очистительную ситуацию, мы можем становиться злыми на Кришну. Krishna, why are you doing this to me? Кришна, почему же ты делаешь такое со мной? To me. Ко мне. Ты относишься ко мне. Это же я. I've been chanting Hare Krishna. I've been chanting my rounds for 2 years. Я уже повторяю Харе Кришна почти что 2 года. I didn't miss one day in 2 years. Я не пропустил ни одного дня за 2 года. Practically a pure devotee. Практически я чисто преданный. And you're doing these things to me. И ты делаешь такие вещи со мной. I always offer all my food. Я все время предлагаю свою пищу тебе. Almost always. Ну, всегда почти что. And yet, these situations are happening to me. И тем не менее, эти ситуации случаются со мной. That's our attitude. How can you do this to me? И это наше настроение. Как же ты делаешь такое со мной? When Krishna puts us into situations of purification, we complain like that. И когда Кришна нас подвергает такой ситуации, мы так жалуемся таким образом. Because we are attached to material happiness. Почему? Потому что мы привязаны к материальному счастью. Attachment to material happiness means you also must get distressed. И таким образом, будучи привязанным к материальному счастью, мы должны получить несчастье. You cannot have one side of the coin without the other. Вы не можете получить одну сторону монеты без другой. So if you're smart, you'll understand that. Если вы разумные, вы поймете эту систему. This is real yoga. Это настоящая йога. That's why in Bhagavad-Gita, Krishna tells Arjuna, Tasmad yogi bhava Arjuna. Arjuna, in all circumstances, be a yogi. И поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, что Арджуна, будь всегда во всех ситуациях настоящим йоги. In all circumstances means never mind whether happiness or distress. In all circumstances, always think of me, become my devotee. Во всех обстоятельствах, значит, всегда думай обо мне, какие бы ни были ситуации, то есть стань моим преданным. Men have any questions? Прабху, может, иметь какие-то вопросы? Должны ли мы желать, чтобы с нами происходили плохие ситуации, чтобы, как в этом стихе царицы Кунти, мы получили благо? Whether we should desire any calamities will come in our life. The point of Kunti's prayer is that not that you should desire calamities. И как бы главный момент в молитвах царицы Кунти не в том, чтобы в нашу жизнь приходили все невзгоды. Please understand it. Пожалуйста, That's not the поймите, direct point of her prayer. это не есть как бы основной момент ее молитвы. The direct point of her prayer is, I always want Krishna's association. Главный момент в том, чтобы она говорит, что я хочу общения Кришны. So if calamities always give me Krishna's association, then I say that there be calamities. Если бедствие будет давать мне общение с Кришной, тогда пусть эти несчастья приходят в нашу жизнь. It's a bit subtle, you understand? Это немножечко тонкий момент, если вы понимаете. She's not a, you know this word, masochist? А она не является мазохисткой. She's not a lover of pain. То есть она не является, не обожает боль. But she sees whenever there was calamity, Krishna is with us more.
Но вы посмотрите на нашу жизнь. Там, где бедствие, несчастье, там Кришна больше присутствует в нашей жизни. Therefore, let us engage even calamities in Krishna's service. Поэтому давайте же использовать даже несчастье в нашей жизни для служения Кришне. That is how powerful bhakti is. Это насколько могущественно наша бхакти есть. The thing you are most afraid of, you can engage in Krishna's service. Те вещи, которые вы наиболее больше всего боитесь в своей жизни, вы можете использовать в служении You Кришне. starting to understand that? Пытайтесь понять это. Everyone is afraid of disaster, calamity. Каждый боится всяких катастроф и несчастий в жизни. When people in other parts of the world hear about Eastern Ukraine, they say, oh. Когда люди в других частях мира, они слушают о Восточной Украине, они просто в шоке, они думают, вау. Meanwhile, in their own life, there are so many disasters. Но на самом деле, тем же временем, в их собственной жизни так много несчастья. Just by having a material body, that's a calamity. Просто имея это материальное тело, это уже несчастье, это уже катастрофа. You want to see the proof of a calamity? Вы хотели бы увидеть доказательства этого несчастья? Look in the mirror. Посмотрите в зеркало. If you see a material body, then disaster. Если вы видите материальное тело, значит катастрофа. So the question is, what will you do about this disaster? И вопрос в том, что вы собираетесь делать с этой катастрофой. And what do we say? И что вы говорите? Let's enjoy the disaster. Давайте-ка наслаждаться этим несчастьем. I've got a disaster, you've got a disaster, let's get together. Я имею несчастье, ты имеешь несчастье. Давай садимся вместе и наслаждаться. Two disasters are better than one. Два несчастья лучше, чем одно. And then there'll be a whole family of disasters. И затем появится целая семья несчастья. A whole neighborhood, a whole city of disasters. И целое соседство, целый город A whole несчастья. nation of И disasters. вся национальность. A whole species of disasters. Весь вид жизни, то есть все это. And we call that progress. И мы называем это прогрессом. Ladies, question? Матаджи, пожалуйста, вопрос. If the devotees performing some service together and somebody makes some mistake, so how we should relate to this problem? It's too general what you say. You have to tell me specifically what you mean. Это очень в общем то, что вы говорите. Вы должны мне сказать как бы индивидуально. They're rolling puris and they drop a puri on the floor. What are you talking about? То есть вы катаете пури, там уронили пури на пол или там. То есть вы должны объяснить ситуацию конкретно. A brahmachari says hello to you. What are you doing? Брамачарья сказал привет вам. Is that a mistake? Является ли это ошибкой? Depends on which one. Huh? Зависит от того, какая именно проблема. What do you mean? Что вы имеете в виду? For example, some service to the spiritual master. What kind of mistake? Что за ошибка? The clothes are not ready on time. The laundry is not ready on time. Например, стирка Махараджа не готова вовремя или как? You just say, I'm sorry, there was such and such circumstances, nothing I could do. Вы просто скажите, я извиняюсь, просто такие обстоятельства, я ничего не могу сделать. I left the clothes hanging on the clothesline overnight and then rain came. Или там вы повесили вещи сушиться на веревку на ночь, и вдруг пошел дождь. It never rains in my city, so I wasn't expecting it to rain. Никогда не было дождя в моем городе, так я никогда не ожидала, это случилось. I'm sorry. Я прошу прощения. I will try to be more intelligent in the future. Я попытаюсь быть более разумным в будущем. A devotee always thinks my service is not good enough. Преданный все время думает, что мое служение достаточно хорошо. Even a devotee in leadership position thinks that. И даже преданные, которые находятся на лидирующих позициях, они также думают так. Because I am not pure enough, therefore
my leadership is not helping everyone И to так, become pure devotees. так как я не являюсь совершенным, поэтому мое служение даже в позиции лидера, оно не помогает другим преданным. Because I'm not pure enough, therefore some devotees having a problem with my management. Так как я недостаточно чист, поэтому какие-то преданные имеют проблемы с моим по отношению к моему менеджменту. In every situation, the real devotee thinks the problem is I'm not Krishna conscious enough. И все преданные, они думают, что все проблемы возникают от того, что я недостаточно осознающий Кришну. That is the problem in management, that's the problem in family life, that's the problem in any ashram. Это проблема с менеджментом, это проблема в семейной жизни, это проблема в любом другом ашраме. Okay? Manny, question? Прабhu, кто-то хочет спросить. He was speaking. Когда перечисляются страждущие, любознательно потом идет, потом желающие разбогатеть, а потом тот, кто ищет знания. If there is a consequence of those people who surrender into Krishna from this verse of Bhagavad Gita, there is some consequence, some sequence of 4 types of persons, those who surrender to Krishna, like those who are in distress or looking for wealth. The point is that they all have credit because they're trying to connect with Krishna. Смысл в том, что они все имеют заслуги, так как они хотят соединиться, иметь связь с Кришной. They engage in devotional service, and in that way they make progress. И занявшись преданным служением, таким образом они смогут совершить свой прогресс. There are always technical details that acharyas like Baladev Vijayabhushan can point out. Всегда есть какие-то технические детали, которые дают ачарьи, такие как Баладеви, Вижябхушан и так далее. You are a scholar, so you like those details. Вы ученые, на самом деле, вы любите все эти подробности. But not everyone here is a scholar. Но здесь не каждый в таком настроении ученый. I don't understand exactly how can I engage my fears. Fears. Yeah, in the service. Be afraid of Maya. Будьте, бойтесь майи, бойтесь, вы имеете в виду несчастье, если calamities, how she can engage all calamities. Calamities will happen, yes? Look in the mirror. Несчастья случатся, так или иначе, посмотрите в зеркало. You look in the mirror and think, oh. Посмотрите в зеркало и будете как-то радоваться. But it's a calamity, I'm sorry. Но это же катастрофа, я прошу прощения. Brahmacharis like to hear that. Брамачарья несчастливы слышать это. Oh, she looked in the mirror, she saw a calamity. Посмотрит в зеркало и скажет, ой, какая катастрофа. Well, when the men become householders, they can't say that. Если мужчины станут семейными, не могут говорить такие вещи. They always have to tell the wife how beautiful she looks. То есть грехастские мужчины должны всегда говорить, насколько жена красива. So my point is, you already have a calamity. Мой момент в том, что вы уже имеете все катастрофы. And materially, more calamities will come. Но материально они будут больше приходить. Right? Правильно? So use them to push you toward Krishna. И используйте эти несчастья просто, чтобы толкать себя к Кришне. Just like a little child. When the little child is frightened, what does the child do? И когда маленький ребенок, что он делает, когда он боится? Runs to mother. Он просто бежит к матери. So use the calamities as an opportunity to run to Krishna more. И просто используйте эту возможность, эти несчастья, которые приходят в вашу жизнь, бежать к Кришне быстрее. That's what happens in Vrindavan. Это то, что случается во Вриндаване. Whatever happens, they run to Krishna. Что бы ни случилось, они сразу бегут к Кришне. In so-called happiness or so-called distress. И так называемое счастье, так называемое несчастье. They don't know anything else but Krishna. И они не знают ничего, кроме Кришны. They don't have any material desires. Они не имеют никаких материальных желаний. It's just spontaneous.
run to Krishna. Это просто спонтанно бежать к Кришне. The cowherd boys run to Krishna. The gopis run to Krishna. Мальчики-пастушки или гопи, они все бегут к Кришне. That's life in Vrindavan. Это жизнь во Вриндаване. Even the so-called distress in Vrindavan attaches them more to Krishna. И даже так называемое несчастье во Вриндаване, это больше привязывает их к Кришне. In Goloka Vrindavan, there is distress and lamentation. И на Галоке Вриндаване также есть скорбь и несчастье. But it's all ecstatic. Но это все эстетично. You ever heard such a thing? Ecstatic distress. Когда-либо вы слышали такие выражения, как экстатическое несчастье? There's nothing material in Goloka Vrindavan. Потому что ничего материального нет на Галоке Вриндаване. All the varieties simply are there to make you more Krishna conscious. И все это разнообразие лишь для того существует, чтобы сделать вас более сознающими Кришны. Kamsa wants to kill Krishna. Oh no! Камса хочет убить Кришну, а он нет. There's no Kamsa in Goloka Vrindavan. Там просто нет его Камса. There's just rumors, talk. Это просто слухи. There's a person, an evil person named Kamsa. He wants to take Krishna. He wants to kill Krishna. Oh no! Ой, этот злой человек, этот Камса, он хочет убить Кришну, а он нет. But everyone simply becomes more attached to Krishna. И просто каждый становится более привязан к Кришне. In Boma Lila, Krishna's earthly pastimes, there's Kamsa, there's Jarasandha, others like that. И в Бамале или Кришне, там существуют такие личности, Джарасандха, Камса и так далее. But in Goloka Vrindavan, Krishna's unmanifest pastimes, there's no such meaning. И на Галоке Вриндаване, в непроявленных играх Кришны, там нет таких вещей. There's just talk about their existence. Это просто разговоры, слухи о их существовании. Oh, have you heard there's someone named Kamsa who wants to kill Krishna? Кто-то слышал, что там есть такой Камса, он хочет убить Кришну. What shall we do? Что же мы должны делать? Oh, we must protect Krishna. We must become more attached to him. Мы должны защитить Кришну, мы должны быть более привязаны к нему. So, as I said this morning, Srila Bhakti-Sangama Saraswati Thakur says an interesting thing. И как я сказал этим утром, Шрила Бхакти-Сангама Сарасвати сказал очень интересную вещь. That the happiness in Goloka Vrindavan far exceeds anything in Vaikuntha. И счастье во Вриндаване, оно намного превосходит любое счастье в Вайкунтхе. Vaikuntha, then higher happiness is Ayodhya, higher happiness is Dwarka. Есть счастье в Вайкунтхе, есть более высокое счастье Айодхи, есть счастье в Двараке. Higher than Dwarka is the happiness of Goloka Vrindavan. И более возвышенное счастье – это счастье Вриндавана. And nothing compares to the happiness of Goloka Vrindavan. И ничего не может сравниться с этим счастьем во Вриндаване. Even the distress in Goloka Vrindavan stands on the heads of millions of happinesses from Vaikuntha. И даже несчастье Галоки Вриндавана стоит на голове миллионов счастья в Вайкунтхе. All right. Thank you very much. Hare Krishna.